Всем привет! С вами Александр и Костян. И мы сегодня во Вьетнаме будем пробовать достаточно интересное место. Во-первых, они позиционируют себя как пивной бар. Но здесь, помимо, конечно, интересного пива, есть и множество закусок. Саша совсем недавно прилетел из Москвы. Скажи ощущения по перелету. Стало легче, не легче? Ну, первый раз во Вьетнаме, поэтому перелет 9 часов, а так все замечательно. Ну, то есть, по цене? Цена, с учетом нынешних цен, я считаю, что достаточно. А если не секрет, почем? 230. Это на двоих туда? На двоих туда. С проживанием? С проживанием. И с завтраком. О, совсем другое дело. Долго вступление снимать не будем. Айда за стол. Ну и раз это пив-бар, с этого, как говорится, и начнем. Что интересно, они нам показывают сначала на фотке, типа, ребята, у нас кеги, а потом приносят вот такое. Я такой, ну ладно, 2-литровые кеги, короче говоря, стоит одна такая 2-литровая штука 75 тысяч донгов, что, в общем-то, можно сказать, недорого. Пиво свежее. Давай, Саш, я тебе тоже добавлю. Спасибо. Вот, и... Пивбаром это, конечно, не назвать, потому что на этих кегах, собственно, все и заканчивается. Ладно, хорошо. Давай к еде приступать. У тебя жареный рис с крабом. С крабом, а у меня кукуруза с микрокреветочками. Давайте накладывать и пробовать. Цены, естественно, просто будут появляться. У нас очень много блюд, поэтому в голове я все удержать не могу. Давай пробовать. Первым делом мне во вкусовые рецепторы ударил спред. Ну вот зачем вы все на этом обжариваете? Ну на сливочном масле, либо хотя бы просто на обычном. У тебя спреда-то нет хоть? Нет. Слава богу. Потому что кукуруза, прекрасный овощ, замечательный. Микрокреветочки своим тоже ароматом и вкусом обладают. Все здорово. Вот так вот малюсенькую креветку эту, она ж, вы понимаете, вместе с панцирем, с головами. Все с ней здорово, но спред этот забивает вкус. Ну ладно, недорого, погрызть можно, но на мой взгляд, зря они. Местный колорит. Слушай, Кость, вот жареный рис, да, крабы не ощущаю вообще ни разу. Только вкус жареного риса и все. То есть краба... Нисколечко, я даже более скажу, я его даже не могу здесь рассмотреть где-то, вот может быть... Саш, давай покопаемся, попробуем найти краба, да. И если мы его там найдем, то ты попробуешь, да? Обязательно. Давайте так и сделаем. Аромат там краба или все-таки он присутствует хоть в каком-то... А вот это что? Вот это? Это краб. Вот это похоже краб, да? Пожалуйста. Кинь, пожалуйста. Спасибо. Вот, есть. Вот, например, еще смотри, вот это. Вот это тоже, да? А все, попробовать ему хватит. Да, остальное все в зал, Ага. Нашли пару кусочков. Теперь чувствуется вкус краба. Ага. То есть, судя по тому, что его приходится выискивать, немного его. Да, там, совсем не немного. особо. Мало, очень мало. Маловато краба. А стоит примерно, я помню, что дороговато. То есть это так, знаешь, типа подороже даже, чем с морепродуктами. Ладно. Хотелось бы больше, чтобы было краба. Окей, ладно, все. Это поехали, отдаем в зал. Нас сегодня достаточно много человек, поэтому быстренькая ротация блюд. Да и блюд-то много. Следующие два блюда у нас такие. Обжаренные хрящи в рыбном соусе, да, насколько я помню. А здесь, кстати, это не я заказывал, это девушка заказала свиные шкварки с чесноком. Хороший выбор, одобряю. Давай вот так и пробовать. Кусок чеснока и парочку шкварок. Ты давай тоже. Никакого спреда, слава богу, хоть сюда не добавили. На собственном сале шкварки зажарены. Хрустящие, хорошие, Ир, спасибо тебе. Это как отдельное блюдо, да прекрасное, на закуску. Вообще никаких претензий, просто кайф. Слушай, могу то же самое сказать и с этим блюдом. Остренькое в меру и, на удивление, прям вкусно. Не ощущается, что это прям хрящи какие-то. Похоже на зажарку.
но вкусно. Хрящики с рыбным соусом, да и здорово. Единственное, до чего я могу здесь немножко докопаться, потому что, вот, например, это я сразу заприметил, косточка. Вот такого, на мой взгляд, в блюде, когда ты заказываешь хрящики, быть не должно. Согласен. А в остальном огонь? Замечательно, А в понравилось. остальном огонь. А мы поехали дальше. Следующие два блюда такие. Здесь у меня ассорти грибов с овощами. Саша, а у тебя? Тыквенные цветы вроде как. Тыквенные Но мы цветы? до конца не знаем. Ну, мы их много раз встречали, я это название каждый раз забываю. Короче говоря, где-то оно появляется. Мне ассорти грибов нравится, потому что я себе положил уже шимиджи и вот это свисает иноки, затем кусок королевского устричного, а также, что не часто здесь встретишь, еще и грибочек шитаки. Это как минимальный набор, дальше я не ковырялся, потому что люди будут это тоже все пробовать. Ну вот, чесночка жареного не отнять, я его тоже схвачу. Давай тоже вместе все пробовать. Я вот такую хорошую... вешенка. Еще и вешенка, ребят. Мое почтение. Вот это, ну просто огонь, классно, здорово. Грибочки и не передержаны, они остались хрусткими. Соус тоже замечательный, слегка острый. Как у тебя, Саша? Я еще одну ложку съем, Давай, с твоего давай, позволения. давай. Потому что мне очень понравилось. Так, на что похоже, какие ощущения? Ну, потому что про грибы что? Ну, вы знаете, когда хорошие грибы. Похоже на горох. Так, В остальном чеснок, ну я не знаю, здесь не могу описать, чем именно вкусно, но сочетание чеснока и вот какой-то горохового послевкусия, наверное, вот почему-то мне нравится это. я не буду лукавить, я за кадром, естественно, тоже это попробовал. Мне здесь очень понравился соус, под которым это все вот подается. Он залит, поэтому, когда накладываете себе, обязательно так раз снизу соуса и вперед. Он похож слегка на барбекюшно, может быть где-то томатный, это уж я точно не берусь сказать. Может, они там капельку кетчупа какого-то добавили, но то, что это действительно очень вкусная штука, да. Роман, немножко вклинишься? Давай. Я Вот попробую цветки. цветки, давай цветки. Овощи классные. Вот они здесь. Не передержали. Хрустяшные, классные, хорошие овощи. Есть ощущение, что устричного соуса немножечко сюда могли добавить. Может быть, вполне. Ну, в общем, я этому блюду говорю да, однозначно. Слушай, вот сколько раз мы это блюдо заказывали, и каждый раз оно офигенное. Я советую обязательно, если собираетесь во Вьетнам, запишите, как оно называется, на экране появится, и закажите, попробуйте. Это очень круто. Это необычно. Таких цветков травы здесь не раздобудешь, поэтому да. А следующие два блюда здесь простое, а здесь, честно говоря, для меня так и осталось загадкой, что это. Единственное, что я вижу, что это горький овощ мамардика. Ну, то есть это будет испытание для всех. Давай сначала свиные ребрышки. Какой ты говоришь? Вот этот кусочек, да? И у тебя там еще один есть. Под чем они? Я не помню, под рыбным, что ли? А, нет, они медовые. Медовые. Немножко пожевать. Пройдет время. Да. Нужно будет ускорять. Ну, давайте по вкусу. Вот, Саш, ты сначала. А то я наговорю, все такое. Ну, по вкусу самый обычный по мне. Ничего выдающегося. Медовый, кстати, вначале чуть-чуть чувствуется, а потом пропадает, потому что еще какой-то соус однозначно добавлен, не могу понять какой. Я бы сказал так. Начнем со свинины самой. Отварено, да. То есть это не прям, знаешь, Нет, вот нет, так нет. вот срезано и загрилено. Нет, точно То нет. есть чуть-чуть отварено. На мой взгляд, хорошо бы, чтобы жирка было в них побольше. Посочнее было. Посочнее, чтобы были. С точки зрения меда и карамелизации можно, честно говоря, побольше. Я не знаю, сколько точно они стоят, точнее, не помню просто. Мы же, естественно, заказывали просто на огромную толпу, там просто это. Я бы их сказал так, ну, середняк, который для бара подойдет. Совсем с натягой. Не более того. Да, Не согласен. более того. Давайте посмотрим, как это выглядит. Стоит ли мне это полностью до конца закрыть? Я думал, это горячее, а это холодное. Это холодное блюдо и... Подожди, это только оно и есть? Видимо, да.
Не, мы такого не заказывали точно. Это только этот горький овощ, который на льду, да. Все. Это закусочка, мы такого не заказывали, это значит, нам просто так принесли. Господа, айда пробовать. Надо сказать, господа, я желаю вам удачи. Да, так и будет. Мы только это развернули, начали пробовать, и вьетнамец нам что-то переводит. Ром, что он говорит? Это блюдо будет вкуснее, если есть cotton floss. Что такое cotton floss? Без хлопка. Без хлопка. Вот это вот, да. Да, он говорит, да. Так, С мясными вот этими. Ушка. Да. мясными хлопушками, короче говоря. Да, ну давай так и попробуем. Ладно, давай вот я сюда себе хлопушки. Охлажденный кусочек. Правильно, да? Вот, кивает головой и говорит, да. Давай. Нет, не помогает. Не, ну может быть. Горечь все равно остается. Кальмар, стружка, да, я так понимаю? Ну, что-то типа того, да. Я... Ну, он свинина, сладкий, кальмар, да, сладкий. я не разберу, потому что горечь от этого овоща, ребят, забивает вообще Напрочь все. всё, да. Ну, я не знаю, это как взять вот эти свиные или там кальмаровые или другие хлопушки, полить йодом, например, и пытаться их распробовать. Возможно, да, кстати, горечь такая сильная. Что-то типа того, понимаете? Этот овощ считается здесь очень полезным. Мамардика, вот это вот, да, это типа капец, какая полезная штука. Изнутри его высверливают, вычищают, туда фаршируют свиньей, курицей, да чем угодно, короче говоря. Горечь сумасшедшая, страшная. Мнение из-за кадра быстренько, вот все уже попробовали. Что скажешь? Со стружкой сухомятка. Когда много стружки берешь. Знаешь, по-моему, когда в детстве одуванчик ешь, они тоже горечь Вот, дают. да, кстати, вот. Вот, по-моему, прям одуванчик ешь. Когда свистульки делали раньше. в детстве. Из акации, да? Вот из У одуванчика. всех флешбеки Ай, такие сейчас одуванчик. начинаются. Вот что-то типа того. Ребят, как говорится, на свой страх и риск. Вот такое блюдо я бы, пожалуй, не рекомендовал. Однозначно. А вот фаршированное, вот этот овощ фаршированный, там, со свининой, с чем-то, наверное, можно. А следующее у нас кальмарчики на гриле. Меня еще спрашивали, официант как раз говорит, а под чем, с каким там соусом, еще что-то. Я говорю, нет, давай просто на гриле. На пару мы пробовали, знаем, замечательно, просто хочется здесь оценить местный гриль. Давай, снимайся, вот так. И сейчас, как Рома учил, откусить. И вытащить. Вот так. Красота. А теперь уже... Ой, а что такой горький? Вот это все съесть. Хвост прям горький. Не знаю почему. Перегрилили, видимо. Давайте так. Саша сначала скажет свое мнение, потому что я-то кальмаров уже перепробовал кучу. Роман тоже пока за кадром съест штучку. Вот. А дело в том, что... Ну, я просто скажу сейчас, замороженный, не замороженный, еще чего-то. Сначала ты. Да, я хочу сказать, что совершенно обычный кальмар вообще просто ел действительно вкуснее, тоже Да. много кальмаров. Вначале, правда, горький, тоже не пойму почему. Ну, это хвост, видимо, Да, спалили. наверное. А в остальном мягкие, ну какого-то яркого вкуса тоже не увидел я. Но так как это пивной бар считается, под пивко, в принципе, можно. В принципе, я согласен. Я могу сказать одно, что это точно был замороженный кальмар. Это не сегодня пойманный или там привезенный на рынке и загрильный. Потому что даже если ты сегодняшнего пойманного на гриле передержишь, он таким не станет. А здесь ватная текстура немножко появляется. Она появляется исключительно после заморозки. А теперь авторитетное мнение Романа. Ну вот авторитетно могу заявить, что такие кальмары вообще не надо подавать, особенно во Вьетнаме, где можно за почти бесплатно на рынке купить свежак, потому что это максимально замороженные, перемороженные 1000 раз кальмары, которые невозможно есть, когда ты знаешь, какие они могут быть на самом деле. Я был более аккуратен в выражениях. А я вообще, получается, сказал, что он вкусный. Быстрое мнение по всем тем блюдам, которые мы попробовали со всего стола. Так, Саш, цветочки. Очевидно, Однозначно. я, да? Нет. Володь?
Так, Ир? Нет. Следующее блюдо. Давай шкварки. Мы, да? Да. Супер. Володь? Да? Да, ожидаем. Шкварки, всем кайф. Кукуруза с креветками. Однозначно. Средние? Ну, спред чувствуется, да, не очень. Ага. Не очень. Среднюю. Средние не очень, ага. И остальные блюда. У нас что остается? Набор грибов. Мне очень понравилось. Хрящики, рис. Ребра. Они, ребят, Ну, все хорошо, да, все можно кушать. все нормально, все в порядке с ними, да, то есть и восхищения особенного нет, но и не все неплохо. Да. Мы это все приканчиваем и что-нибудь под конец еще закажем. Ребят, ну и нужно сказать пару слов, конечно же, про мой Телеграм. А дело в том, что и Володя с женой, и Александр точно так же приехали, связавшись со мной в Телеграме. Давай, чтобы я не был голословным, ты пару слов про это скажешь. Как это происходило? Нам ребята порекомендовали, которые уже пользовались услугами. В Телеграме я написал Константину. Мгновенный отклик, помог с сим-картой, с байком, с экскурсиями. В общем, мы довольны на самом высоком уровне. И рекомендуем всем обращаться именно к Косте, потому что это действительно качественный сервис. Вот. Спасибо тебе Максимально. большое. Спасибо тебе большое. И как видите, ребят, ну действительно никаких проблем, потому что зачастую люди пишут мне в Телеграме: Костян, мы не ожидали, что ты так быстро ответишь. Мы не ожидали там еще что-то. Отбрасывайте все свои сомнения и пишите, если собрались во Вьетнам. Вот, по крайней мере, уже первые рекомендации поступают. Спасибо тебе, Однозначно. Саша. И тебе большое. А мы быстренько переходим к финальному блюду. Это у нас пирог из говядины. Давайте разрежем и посмотрим. Мы попросили ножик, а нам принесли, ну да, ножик. Давайте разрежем. Ну да, никто не поспорит, что это говядина. Пирог ли? Давайте вот так я себе кусочек отковыряю. Оно запихано, как я понимаю, как эта сетка называется говяжья? Кто-нибудь помнит жировая сетка говяжья? Нет. Как она называется? Я тоже забыл. Давай налетать. Домашняя, вкусная, нахрен, котлета. Сочная. Реально вкусная. Внутри немного, как будто бы хрящиков, как будто бы, знаете, вот этот вот гриб, они называются уши какие-то черные. Здесь появится, что это такое. По-моему, это они. Крайне в тему, потому что их здорово похрустеть. Может быть, с хрящиками еще дополнительно. А может быть, с такой капустой темненькой, которой нет? Нет, это вот точно вот эти грибочки, вот схвати его. Вот отдельный. Видишь, малюсенький такой, да? Вот. Ага. Да. Вот. Склизенький Это такой. отдельно, это не капуста, это отдельная штучка. Но это восхищение. Очень, да, вкусно. Это Очень. пятерка. 100% пятерка. Это пятерка, отдаем в зал, потому что, ну, здесь нечего. Вот можно приезжать и вот такое блюдо брать на всех. Так, отсюда лайк, отсюда лайк, отсюда лайк. Все, Да. всем зашло. Ну, Роман еще не попробовал, но он это блюдо и так знает. Тоже лайк. Ну а сегодня по этому месту можно сказать следующее. Конечно же, это не пив-бар, потому что здесь выбора из пива, в общем-то, и, ну, не существует. По поводу же еды все очень неплохо. Да, конечно же, какие-то позиции на любителя, особенно тот самый горький, да, овощ, мамардика, но готовить они умеют. Знают, и то, что это место находится в новом районе, и то, что этот новый район насыщается такими местами, на мой взгляд, очень неплохо. Саш, твое мнение? В целом неплохо. Есть блюда, которые не очень зашли, но посетить, наверное, стоит. Ну, это вот мое мнение. Я бы сюда бы еще раз, наверное, пришел бы, заказал бы определенные блюда, которые сегодня мне понравились. Ну, то есть даже не на один раз зайти. как Не на говорится. один раз, нет. Хорошо.
Поэтому, да, новые райончики, к счастью, здесь тоже развиваются. А, например, тот самый отель, который вы все это время наблюдали на заднем плане, он был построен просто год назад. Ну а с вами был Саша. И Костян. Всем пока. Вкуснейшая котлета, да, Да, Саша? да, абсолютно верно. Хватит туда смотреть, в камеру смотри, мы с Ну, людьми растерялся, разговариваем. Так мы жуем. Немножко 30 подошло. секунд. Людям смотреть не надо, мы это отрезаем обычно. Это типа закусочка. Это не блюдо, это типа закусочка. Не ешьте, туда нужно ставить свечи поджечь. Горькая Было. такая, правда?